Так, ребят, кто присоединяется к прямой трансляции нашей полуночной, всем доброго времени суток. В основном доброй ночи. Напишите, пожалуйста, по поводу качества звука и видео. Сегодня все будет очень просто. Как прошли ваши последние ритуалы? Знаю, для многих это актуально. У кого-то новолуние было, у кого-то не обязательно, что в новолуние. В общем, не важно когда. Думаю, сами поймете. И о чем это нам? И о чем это нам? Так, на кого-то хотели бы сделать переклад алкоголизма, либо каких-то определенных лярв. Напишите, не громко ли музыка, всем ли хорошо все слышно. Смотрите, астральный ментальный план задействован. То есть хотелось бы вас, конечно, поработить. Но это так, мы уточнили по поводу того, что выпало. Сейчас я посмотрю из магического блока, что вообще снялось по ритуалике. Итак, отлично. Раз музыка не глушит, значит хорошо. Давайте-ка посмотрим, что вы сняли, я не знаю, на несколько вариантов. Давайте на 3 варианта. Сегодня и сделаем это все. Именно что вы убрали. Здесь людям было бы интересно, конечно, вас посадить в колесо сансары, чтобы вы перевоплощались, делали ошибки, снова перевоплощались. Короче, чтобы поняшка бегала по кругу. Так, 1, 2, 3, думаю, вы определились. Или пробуйте сейчас определиться. Двигаем пока 2, 3. И начинаем с 1. Что вы сняли? То есть с 1 варианта мы в дамки идем, да, ребят? Здесь смотрите-ка. Не буду розовых поняшек рисовать. Для девочек подойдет. А здесь кто-то подобосрался-то. Кто-то хотел одно, себе талисманчики, счастье, удачу, защиту, а хватанул-то демона. Ну, давайте-ка уточним. Может, по недоброжелателям выстрелила. Если вы знаете, что вы дурью не страдаете, да, возможно, кто-то переклад судьбы хотел бы, да, в вашу сторону. Что у нас здесь? Что здесь? Ребят, здесь кто-то хотел бы, ну, блять, поток такой конченый, я вам честно скажу. В чем аспект слежки тогда? Я даже не знаю, здесь реально конченый поток. Здесь такая, вот понимаете, как нейроны головного мозга, знаете, вот такая вот мешанина, куча паутины.
Здесь кто-то, давайте так, если деструктивщики, могли увидеть, допустим, результаты труда людей, против которых они делают гадости. И им захотелось свою отработку снять. То есть, понимаете, как будто бы подглядели за своей жертвой и кармическую отработку закрыть хотелось бы, но вместо этого попали под влияние демонов, и теперь ничего не хочется делать. Ждут, когда удача повернется. Типа я рассчитываю на себя. Но смотрите, в чем прикол. Здесь попытка ввести в заблуждение свою жертву в плане магии, чтобы не туда человек думал, чтобы сомневался в себе, в том, что открыл в себе. Здесь расправа над человеком идет. Здесь сами темные уже начали наказывать, штрафовать. По семье могло долбануть человека, непосредственно по детям. Вообще по семейным отношениям, где была гармония чувств. Но человек обособлен от семьи, он рассчитывает только на себя. Роста нет, энергии нет, злится, клевещет, мстит, весь в ярости. Девочки, а если для нормальных, осознанных личностей, здесь показывают ритуалику вашего недруга, черного человека. Направленная злая воля, вампирские привязки в вашу сторону. Человек пытается играть две роли, то есть пытается работать на свет и тьму. Получается ли? Ну, на развилке стоял. В лабиринт зашел. В лабиринт человек не может работать с тьмой и со светом. Да, ложные договора были ранее заключены, поэтому сейчас лабиринт. Здесь показывают работу человека против вас по первому варианту. Возможно, вы ее обезвредили, поэтому эта информация вам и дана. Но человек подслеживает за тем, что у вас идет рост вашей осознанности, не обязательно магических способностей. Но здесь конкретно магия. Я озвучиваю все варианты. Здесь человек хотел бы карму тормознуть, понимаете? И снова удача. Но удача-то за счет вампирятины. Так что вот так вот по первому варианту, ребят. Вот как-то так. Еще и талисман пытался с помощью веканства, допустим, трав, да, там вылазки на природу. То есть ритуалика на природе была. И хватанул. Хватанул демона. Вот так-то по первому варианту, как для вас прошли ритуалы. Так, секундочку, сейчас еще хочу... Даже не знаю, под рукой нифига нет. Сейчас, секунду. Выводим на арену Таро Веретника в любой непонятной ситуации, как говорится, да? Таро Веретника. Ну, как ваши ритуалы прошли? Ах ты ж, ёб твою налево. Вот в чем, сука, блядь, секрет. Я вас поздравляю, господа. Если вы кого-то приняли,
Кого-то простили, пожалели. Вот вам и сломление вашей воли, вот и, собственно, описалась ситуация, что человек делал и пришел подкрепить к вам. Да, духовность есть. Вы сами на распутье стояли. Возможно, с кем-то обсуждали, стоит, не стоит общаться, выходить на контакт с человеком, либо же вообще с ним начали о ком-то сплетничать, разговаривать. А вы в треугольничках. А этот человек вам гадость сделает. Первый вариант. What the fuck вообще? Новые энергии, скорее всего, на канале. Так, по первому варианту, думаю, всем все понятно. Напишите, пожалуйста, у вас как вообще это отыгрывается. Нежданчиком таким, нежданчиком. Понимаете? Вырулило это все. Сейчас я это все еще перетасую. Я хочу, чтобы все карты были задействованы на каждый вариант. Ребятки, напишите, как у вас проигрывается, пожалуйста. Так, второй вариант. Обратной связи нет, идем дальше. О! А в каком это контексте вы? Ой, молодцы, закрыли деревенскую магию и чернокнижие. Какой-то колдун нечистых сил по вам трудился, сбивал ваши энергетические поля. Под замочек-то все, закрыли. Закрыли работку-то. Давайте посмотрим, что еще. Да, здесь воровство было. И причем еще, да, под замками, под непроглядами работа была, а вы все это вскрыли и открыли. Сейчас я кое-что уточню. Вас в тупики пытались завести и пытались запугать. То есть, типа, полезешь, ну, короче, на понт высаживали, понимаете? Вот по-другому я не скажу. И когда вы могли поддаваться страху, тем самым вы себя как бы подсвечивали. Во-первых, сами помогали свою защиту срубить. И как будто бы подсвечивали, знаете, как фонарь такой для вашего недоброжелателя. О, можно лупить. Можно лупить, то есть он пробиваемый. Здесь предзнаменование зла вы получали. Но знаете как? Здесь все равно еще у вас забота есть. Благополучие, радость с вами. Предзнаменование зла получили и вперед в борьбу, да? Как говорится. Кто появился, с кем встречались? У кого там мнение зашкаливает, эгоизм? Человек меченый. Человек обижен, может быть, на вас обижен. Либо вы на него обижены. Возможно, за счет вас хотел решить проблему. Жаловаться мог на то, что тяжело, мог предлагать совместное сотрудничество. Возможно, это даже женщина. Это ее рук дело. Ее работы и прикрыли вы. Да вы, смотрите, вам на нищету делали, чтобы у вас прям борьба за выживание шла, понимаете? Это не то, что там на хлебушек, да, на покушать есть, это вообще от слова совсем, чтобы у вас нифига не было. Это давно разрушено, возможно, попытались к вам подцепиться, не получилось и полезли в пространство, то есть наводить мосты с вами. По второму варианту тоже напишите, пожалуйста, как у кого отыгрывается. То есть здесь вы сняли работу, но если подпустили, сейчас еще посмотрим на Таро Веретника.
Что здесь? Начали лезть, короче, в пространство, я так предполагаю, господа товарищи, потому как... Ну да, вам пытались как будто, вот знаете, вот смотрите, нужна удача, удача от вас. И вы заняты своими делами, своим детищем. Кто-то вообще там ребенка мог родить, и ребенок маленький. Если это не ребенок, это ваши проекты, понимаете, тут же высший суд выходит. И этот человек такой, а можно я вот к тебе как-то, ну, по-соседски так, на твоем канале удачливости посижу в тихорца как бы? Здесь женщина по второму варианту у меня вылезла. Но это не факт, ребят, это общий вариант, ну, общий расклад. И еще аспекты такие насчет общих раскладов и личных. Я вам скажу так, что кое-какие тарологи, многие, большинство из них, в чем прикол личного расклада? Это когда вы дотошно все практически описываете. Вот тогда можно четко сказать. В основном люди пишут абстрактные вопросы, и ты потом просто уточняешь по факту. То есть это для тех, кто очень далеко на борже и не понимает, что такое общий расклад и что такое, ну, конкретный личный расклад. Я бы сказала даже личный и конкретный расклад. Вот так вот, детальный. Здесь, ребятушки, попытка к вам присоседиться. Вот с кем вы встретились. А если, давайте так, а если вы встретились и если не встретились? Ну, встретились, обучаться будете, чего не надо делать. А многие были предупреждены, что этот человек идет в ваше пространство и что не надо этого делать. Там уже смотрите сами. Ну, короче говоря, вы тормознули воровство. А их прорвало после новолуния. Они ж там готовились, понимаете, старались как могли. Аки кони усердие прикладывали. Так, я затасовала туда. В общем, сейчас как-то вот так вот. Вот. Так. Третий вариант. Давайте. Не будем долго затягивать. Время позднее. Все хотят баиньки. Как у вас все прошло? Игильет, подселение, веретник. Третий вариант. Третий вариант. А вот здесь многоплановый поток. Кто-то это мог снимать. Кто-то веретничества коснулся, но в верном ключе. Может, кто-то не в верном коснулся. Может, кто-то пошел поработать, цепанул на себя. Может, тот, кто смотрит, на вас сделался егильет. Понимаете, чтобы вы были привязаны энергетически и мыслями только к одному человеку. И никому больше не достались. А ну-ка, для вас что это? Да, здесь вы на развилке, вы должны принять важное решение для себя. Воскреснуть и идти по интуиции, если, ладно, потеря и возрождение. Ваше возрождение пытаются перекрыть. Третий вариант. Интуиция вас не подводит, доверьтесь ей. Что можете потерять? Можете потерять свою защиту, можете потерять мужчину, как вариант, который вас отстаивает, либо же здесь духи-помощники, предки, духи рода, фамильяры и тому подобное. Либо же хотят остановить ваше стремление достичь своих целей. То есть здесь вот так вот. И здесь еще кто-то над вами расправу вершит, ребята. Либо ваши ресурсы ездили куда-то ради своего роста, куда-то ездили, чтобы ваши ресурсы привязать и расправу над вами совершить. Либо же здесь может проигрываться то, что вы куда-то ездили, получаете рост и... Здесь кто-то, кто на вас сделал, узнает о том, что вы начинаете выкарабкиваться. Может и такое проходить.
За вами следит веретник какой-то определенный. Возможно, вот этого... Ой, ну здесь общий расклад, ребят. Ладно, не буду раскручивать дальше. Почему? Потому что здесь очень много можно... Потоков реально по третьему варианту много. Много вариантов. А не хочется затягивать, потому что они такие разные. И вот, пожалуйста, треугольники. Либо треугольники воочию с любовью связано, с любимыми людьми. То есть друзья, товарищи, партнеры. Либо же здесь вот веретник, то есть вы, ваша сила, ваша родовая сила. И вот этот веретник, который лезет, понимаете, на сердечную чакру. Либо же все-таки здесь реальные треугольники. И еще и бабуля какая-то недоброжелательная о возрасте здесь вылазит. Возможно, она обратилась к веретнику для вот этой белиберды. Она и есть третье лицо, и вам что-то поднесли. Здесь еще что-то перекрывает затмение безмятежности. Да вас в жертву сажают, в нищету сажают. Ребята, как прошли ваши ритуалы? Походу, что, никак, что ли? Здесь я вам хочу сказать, ваша духовная сила, амбиции, ну, прям забирают, сплетничают о вас. И циклично повторяется эта работа. Давай, вот вашу мать, забирают ваши способности. Здесь на третий вариант могли прийти люди, которые еще не в курсе о том, кем они будут в будущем. Защиты с вас сдирают. Покровительство сдирают, чтобы вы не добрались до скрытых областей знаний, понимаете, то, что от большинства людей скрыто, пытаются вас этого лишить, освободить. А почему под затмением безмятежности? Потому что, блядь, тут кто-то сидит по третьему варианту и думает, ой, да быть того не может, ой, да у меня все хорошо, ой, да это с кем-то, а не со мной. Здесь высшие силы за вами следят и смотрят, возьмете ли вы свой внутренний потенциал. Еще много чего неизвестного для вас есть. Угроза, агрессия, либо страсть. Ребята, смотрите. Можете неверное решение предпринять. Да, здесь тоска, депрессия и душевные страдания на вас хотят навесить. Так, а как прошли ритуалы-то? И еще делают так, чтобы вы бумеранги не смогли отправить, связаться с высшими силами, достичь целей. Именно цель жизни, понимаете, какая? Вот, ну, то есть здесь крупные обороты. Прям бремя на вас накидывают. Хорошо, если бумеранги, то за что вам бумеранг этот человек отправляет? А вы на компромиссы не пошли. Вы, видимо, кому-то не позволили на своей шее прокатиться. Либо здесь какая-то баба, молодая, в грусти, в скуке, в печали, в тоске, и вы ее отсекли от себя. Здесь женщина, которую вы отсекли. Здесь могут быть две женщины, постарше и помладше, и третий здесь веретник. Да, смотрите, вы, короче говоря, сказали, вы, видать, увидели, что это две какие-то куропатки гнилые, и сказали так, адиос ми корасон, вам налево, нам направо, и нам от вас желательно подальше. Бумеранг за то, что вы их лишили своего общения, потому что так можно было вас держать за дурака, за дуру, подпаивать, подкармливать, понимаете, и качать ваши ресурсы. И вот вы могли от них отдалиться, перестать общаться, и какие-то знания вам тайные пошли, и крупные сделки, договора могли пойти, и им бы хотелось, конечно, это все прекратить. Возможно, у вас сейчас что-то по крупным сделкам сорвалось, это их влияние, да. В порочный круг бедствий пытаются посадить. Бумеранг. Так я так и не могу понять, за что они бумеранг шлют. В оковы, в обязательства, чтобы вы в долги влезли, понимаете? Здесь как будто люди знают больше о вашем потенциале, чем знаете вы. Обижены здесь родственники, девочки, мальчики. Здесь может быть свекровь и, допустим, тетка, либо сестра вашего мужа. Смотрите внимательно. И они хотели бы, понимаете, как тянут к себе, ну вот такая белиберда, и типа мы стараемся ради лучшего будущего.
кого-то мне проходит, ребят, у вас кольцо, даже брачное ваше, кольцо меченое, они с ним поработали. Может, вы снимали, куда-то выходили, или они были в вашем доме. Вот проверьте, либо почистите кольца. Здесь связь нужно наладить. Возможно, вы, и ваш муж не общаетесь. Возможно, это ваша мать и ваша сестра. Ну, девочки и мальчики, смотрите уже каждый свою ситуацию. Поняли, да? Преданности вашей бы хотелось, понимаете? Да крысы и пытаются вас запутать, и здесь воровство. Как прошли ваши ритуалы, ребята? А были ли они вообще, слушайте? А были ли они вообще? Они здесь явно пару разводят. Я вам серьезно говорю, из-за жадности, ненасытное желание. Они еще и бумерангами, блядь, кидаются. Черный человек с направленной злой волей. Вы им что-то делали? Абсолют. Смотрите, а вы, видимо, девочки и мальчики, ну что я вам могу сказать, понимаете, не мечите бисер перед свинотой. Это ваш урок вот в этой ситуации с этими людьми. Почему, сейчас объясню. Здесь вы могли смотреть на определенные поступки, мысли, выводы, мышления этих персонажей и говорить, допустим, слушайте, ну, судя из того, что там вы решили, да, что вы надумали, как вы мыслите, вы попадете вот в эту жопу. А вот так вот вы попадете вот в эту жопу. А они такие, блядь, лихие вести она несет. Лихие вести, а мы же тут самые умные, понимаете? И в то же время хотелось бы вас заткнуть, подавить, но при этом пользоваться вашими подсказками, понимаете? Ну, какие-то ебанашки, честное слово. Таро веретника. Как прошли ваши ритуалы? Ну, ребят, кто делал, вот кто реально делал, здесь удача и свершение приговора. Возможно, это показали ситуацию из вашего прошлого, возможно, она длилась очень много лет назад, возможно, вас развели со второй вашей половиной много лет назад. Вот все, здесь приговор этим двум курицам и еще и этому веретнику, волшебнику. Свеча трещит, а он знает о своей... Да, он знает о том, что он следующий. Он узник подлости, которую совершал. У него еще есть запас времени, предки духи рода уже за ним там пришли. Он у них сострадание пытается вымолить. А дары судьбы, как практика, как мага, как ведающего, у него закрыты. Все, третий вариант, разобрались с этой лихой подачей. Фу, ёбушки-воробушки. Интересные варианты, реально с возвратом как-то в прошлое. Нежданчик мы словили после 12 ночи, кстати, час 11 на часах, 3 единицы. У меня, загадывайте желание. Всем доброго вечера, лезут, да, лезут, я уже говорила. Там и вольты сейчас идут, все. Вы же учтите, что это здесь праздники, святки и тому подобное. Вот видите, Амли Винчи Таро. Вот вам, да. Вот это вам подарочек подвалил. По третьему варианту, реально, ребят, вот не показывают ваш ритуал, возможно, вы в свое время сидели, ничего не предпринимали, и вот сейчас там приговор полетел, там обжалованию не подлежит. Я не пропадала, Юлия, надолго.
Я не понимаю, зачем вы ждете приезда таких людей и почему вы их вообще впускаете в свое пространство по третьему варианту, реально. Рвутся там, не рвутся, как бы, ну. Купите дробовик и вопросы решатся. Да нет, можно их отослать. Можно отослать, поверьте мне. Еще и как можно, и даже нужно. Ну вот в судах и встречайтесь. Есть еще такая волшебная функция, когда просто адвокат ходит за вас на суды, и вы не видитесь с этой шушерой. Хотя такая падаль будет и на адвоката делать билиберду, поэтому учтите эти аспекты. И даже на судей делают. В общем, ребятушки, вот такой вот сегодня расклад. Всем доброй ночи. Всем осознанным добра этого мира. В ближайшее время с вами встретимся. Всем пока-пока.